Всем привет! Сегодня будем готовить меню на целый день. На завтрак приготовим необычный рулет из яиц, на обед приготовим картошку с тефтелями, а к ней сочный и хрустящий салат с кабачков и морковки, а на десерт легкий и нежный торт узоры. На ужин приготовим овощную лепешку в духовке. Первым приготовим рулет из яиц. Готовится он очень легко и не совсем обычно, получается вкусным и сытным. На его приготовление понадобится буквально 10 минут. Сначала для завтрака подготовим ингредиенты. Измельчаем небольшой пучок укропа. 50 грамм ветчины нарезаем на пластинки, а затем небольшими кубиками. Ветчину можно заменить колбасой или готовым мясом. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Берем один помидор, разрезаем его пополам, нам понадобится только одна половина помидора. Половинку помидора нарезаем небольшими кубиками. В миску разбиваем 4 яйца. Солим по вкусу и наливаем 100 мл молока. Все взбиваем венчиком до однородности. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла наливаем 1 половник подготовленной яичной смеси и распределяем ее по всей сковороде. Сверху омлет посыпаем нарезанным укропом. Когда омлет приготовился, сворачиваем его трубочкой прямо на сковороде и отодвигаем на одну сторону. На сковороду наливаем следующий половник яичной смеси. Сверху кладем кусочки подготовленной ветчины. Опять ждем, когда приготовится омлет, и сворачиваем его трубочкой. Наливаем третий половник яичной смеси. Посыпаем его кусочками помидора. Снова сворачиваем трубочкой. И 4-й раз наливаем яичную смесь и посыпаем ее сыром. Также у меня на канале есть и другие, тоже очень вкусные завтраки. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Накрываем сковороду крышкой. Жарим омлет на огне чуть больше минимального. Когда сыр расплавится, снимаем крышку и сворачиваем омлет до конца. Омлет готов, можно подавать на стол. Омлет с начинкой получился очень вкусным и необычным. Готовится легко и на столе выглядит эффектно. Обязательно приготовьте такой завтрак, удивите и порадуйте своих родных и близких. На обед приготовим картошку с тефтелями. Понадобятся самые обычные продукты и минут 40 вашего времени. Такого вкусного и сытного блюда получается много, и им можно накормить большую семью. Сначала приготовим тефтели. В миску кладем 700 грамм фарша и полстакана хорошо вымытого риса. Солим по вкусу и перчим. Все хорошо перемешиваем. Я использую свино-говяжий фарш. Из подготовленного фарша скатываем тефтели размером примерно с грецкий орех. Тефтели выкладываем на раскаленную сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжариваем на небольшом огне с двух сторон до румяной корочки. Подготовим овощи. 2 луковицы нарезаем кубиками. 2 морковки разрезаем вдоль и нарезаем пластинками. 1 килограмм картофеля нарезаем небольшими кусочками. Еще больше разных блюд из картошки смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. 70 грамм томатной пасты разводим в одном стакане воды. В разогретый казанок с небольшим количеством растительного масла высыпаем лук. Немного обжариваем. Затем кладем нарезанную морковь. Перемешиваем и пассируем еще 2-3 минуты. Это блюдо также можно приготовить в большой глубокой сковороде. К овощам вливаем разведенную томатную пасту и перемешиваем. Ждем, когда закипит, и кладем уже подготовленные тефтели. Все заливаем примерно 1 литром кипятка. Сюда же кладем нарезанный картофель. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Все перемешиваем. Жидкость должна покрывать картофель, чтобы ему было в чем вариться. Если нужно, то доливаем еще кипятка. Казан накрываем крышкой и тушим после закипания примерно 15-20 минут. За 5 минут до конца варки в казан кладем лавровый лист и 1 чайную ложку итальянских трав.
Картошку с тефтелями подаем на стол в горячем виде. Блюдо получилось очень вкусное, ароматное и сытное. Такая картошка с тефтелями понравится как взрослым, так и детям. Обязательно ее приготовьте. К картошке с тефтелями приготовим салат с морковкой и кабачком. Необычный вид салату придает форму нарезки овощей. Он получается ярким, сочным и отлично подходит к любым блюдам. Сначала подготовим овощи. 1 молоденький кабачок трем на терке для корейской морковки. Если ее нет, то можно натереть на обычной крупной терке. 2 морковки среднего размера тоже трем на терке для корейской морковки. Морковь также можно натереть на обычной крупной терке. 5-6 листиков базилика нарезаем ножом на более мелкие кусочки. Вместо базилика можно использовать петрушку или приготовить салат без зелени. Измельченный базилик добавляем в миску с остальными овощами. Готовим заправку для салата. В небольшую мисочку наливаем 3 столовых ложки растительного масла, 1 столовую ложку лимонного сока. Его можно заменить 9% уксусом. Добавляем пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки соевого соуса, пол чайной ложки сахара. Сюда же добавляем 1/3 чайной ложки сухого чеснока. Его можно заменить 1 зубчиком свежего чеснока. Все перемешиваем. Соус выливаем на подготовленные овощи. Все хорошо перемешиваем. Также на моем канале есть и другие рецепты салатов. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Салату даем настояться примерно 10-15 минут, чтобы смешались все вкусы. Салат перекладываем в красивую тарелку и подаем на стол. Салат с кабачками и морковью получился сочным и ярким. Готовится он просто и быстро. Такой салат отлично подходит к любым блюдам. На десерт приготовим торт узоры. Это быстрый и легкий в приготовлении домашний тортик. Для этого торта не нужно украшение сверху, так как он сразу выпекается с красивыми узорами. Сначала приготовим тесто. 4 яйца аккуратно разделяем на желток и белок. Желтки выливаем в стакан, а белки в чистую и обязательно сухую миску. Белки начинаем взбивать и постепенно добавляем 4 столовых ложки сахара. Это примерно 80 грамм. Белки с сахаром взбиваем до крепкой и устойчивой пены. Когда белки уже взбились, добавляем к ним по одному желтки и опять взбиваем, но уже недолго. Сюда же в тесто добавляем ванильный экстракт или ванильный сахар и опять немного перемешиваем. В тесто просеиваем через сито 4 столовых ложки с горкой муки, это примерно 110 грамм. И сюда же насыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем, но недолго. От приготовленного теста отбираем 4 столовых ложки теста и кладем их в отдельную мисочку. К нему насыпаем через сито 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешиваем ложкой. Также у меня на канале есть и другие рецепты домашних легких тортиков. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Белое тесто выкладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Тесто разравниваем по форме. Сверху выкладываем шоколадное тесто. Кладем по кругу с помощью ложки 6 кружочков. Зубочисткой делаем узоры в каждом кружочке. Погружаем зубочистку в тесто за пределами шоколадного кружочка и доводим до центра. Зубочистку при этом вытирать не нужно. Так получаются более красивые узоры. Бисквит ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 35 минут. Бисквит испекся, оставляем его на столе до полного остывания. Готовим крем. Берем 200 мл сметаны и насыпаем в нее 3 столовых ложки сахара. Все перемешиваем. Я использую сметану 20% жирности. Бисквит уже остыл. Ножом проходимся по бокам формы и достаем его из формы. Бисквит разрезаем вдоль на 2 примерно одинаковые части. Примерно половину сметанного крема наносим на нижний корж.
Вторую часть наносим на верхний корж. Сметана из-за добавления сахара стала еще жиже и хорошо пропитает бисквит. Коржи складываем вместе. Оставляем пропитываться на пару часов в холодильнике. Я оставила на ночь. Торт узоры получился очень нежный и невероятно вкусный. Готовится легко и достаточно быстро. Сметана прекрасно пропитывает бисквит, а узоры на бисквите позволяют вам не задумываться об украшении торта. На ужин приготовим овощные лепешки в духовке. Готовятся они легко и отлично подходят для легкого перекуса. Также такие лепешки хорошо подойдут к супу или борщу. Сначала подготовим все ингредиенты. 100 грамм шпината шинкуем ножом. 1 луковицу нарезаем четверть кольцами. 1 сладкий перец нарезаем небольшими брусочками. 1 морковку трем на крупной терке. 4 картофелины среднего размера тоже трем на крупной терке. В миску насыпаем тертый картофель, шпинат, подготовленный перец, лук и морковь. Все перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 4 яйца. Наливаем 4 столовых ложки молока, 4 столовых ложки растительного масла. Насыпаем примерно половину столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем венчиком. Сюда же насыпаем 4 столовых ложки муки с горкой и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную заливку выливаем на овощи. Все перемешиваем. Полученную массу выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределяем по противню равномерным слоем. Еще больше разных вариантов лепешек смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Противень ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем 20 минут. Пока запекаются овощи, 50 грамм сыра трем на крупной терке. Прошло 20 минут, лепешку вынимаем из духовки. Посыпаем тертым сыром. Сверху посыпаем кунжутом. Опять все ставим в духовку запекаться примерно на 15 минут. Ориентируйтесь по готовности блюда. Готовую лепешку достаем из духовки и нарезаем порционными кусками. Овощная лепешка в духовке получилась очень вкусной и ароматной. Она вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Такую лепешку можно подать как самостоятельное блюдо для перекуса или в качестве дополнения к супу или борщу. Готовится она просто и получается всегда. Если вам понравилось такое меню на каждый день, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.